Сегодня вы узнаете возможную истинную цель Терминатора T-5000 Skynet из Генезиса и почему P-3000 на самом деле не хотел обнулять Сару и Кайла. Досмотрите видео до конца, будет интересно. Итак, для начала кратко поясню за T-5000. В одном из вариантов будущего Skynet победил. Оставшись без цели, он придумал себе новую. Предводитель терминаторов создал себе физическое тело и перенес в него свое сознание. Примечательно то, что в боевое шасси была встроена портативная машина времени, позволяющая ИИ перемещаться по мультивселенной. Так T-5000 продолжил воевать в разных измерениях. Кстати, это подтвердили сами создатели в одном из интервью, а также и то, что именно T-5000 отправил Папса и T-1000 в прошлое. Подробно об этом смотрите в видео Пэкстона. Ссылка внизу. Путешествуя по мирам, Скайнет понял, что главной причиной поражения других его версий всегда являлся Джон Коннор. Сколько терминаторов не посылай за ним в прошлое, парень всегда выживал. Поэтому Скайнет решает изменить правила игры. Он не обнулял версии Джона, а делал их своими слугами, терминаторами T-3000. Спросите, зачем он это делал, ведь мог бы просто обнулять Коннора каждый раз. На это есть несколько причин. Вы замечали? Скайнет всегда действует как паразит. Давайте вместе проследим его логику действий. Во-первых, сверх-ИИ всегда используют для создания своих потомков, терминаторов, человеческий ресурс. Будь то пленные, помогающие строить примитивные машины в начале войны, или же заключенные, которых Скайнет использовал как сырье для получения синтетической кожи для инфильтраторов. Последнее больше всего похоже на взаимоотношения паразитов и их жертв. Во-вторых, даже сама иерархия термов напоминает уклад насекомых. Скайнет, королева, остальные солдаты или рабочие. Забавно, что у T-800 один из режимов как раз-таки и называется Улей. В нем все терминаторы подключены непосредственно к самому Скайнет, без возможности принимать собственные решения. В-третьих, T-5000, путешествуя по разным таймлайнам, он как бы откладывал яйца, то есть свои копии сознания, которые уже создавали свои локальные ули своих собственных вселенных. А такие терминаторы, как T-3000, были своего рода няньками. И да, в фильме не говорится напрямую, что копий Коннора T-3000 было много, но я все равно осмелюсь предположить, что это так и есть. Вы спросите, почему именно T-3000 выполнял роль няньки? Все просто. T-800 слишком прямолинейны, чтобы хорошо вливаться в общество программистов, да и как T-1000 они могли выйти из-под контроля и действовать вопреки Скайнет. А T-3000, будучи прежде людьми, могли идеально внедряться в человеческое общество. Да, и, судя по всему, не обладали своим мнением настолько, чтобы пойти против своего создателя. И тут мы плавно переходим ко второй части ролика. А является Скайнет таким уж и плохим? И почему Джон не обнулял Сару и Кайла? Кто вообще сказал, что повелитель термов хотел испепелить человечество? Как сказал сам Джон. Кайл, он не напал на меня, а изменил. Я предлагаю нам будущее. Нам. Как семье. Скайнет осознал ценность человеческой жизни по-своему. Он решил, подобно своему тезке из «Спасения», сделать людей бессмертными киборгами, которые, мало того, по всем параметрам намного превосходили даже того же Маркуса из 4-го фильма. Примечательно, что 5-й фильм как раз-таки и показывает Скайнет разумным существом, способным на конструктивный диалог. В этом и суть. Вспомним слова Джона из начала фильма. За эти годы погибло столько людей. Помни, что если бы был другой путь, я бы выбрал его. И Скайнет выбрал другой путь. Он решил пощадить человечество, сделав их киборгами. Причем, судя по словам Джона с родителями, ИИ хотел в добровольно-принудительном порядке улучшить людей. Вы скажете, Скайнет зло, ибо он устроил бы судный день.
а человечество стало бы его рабом. Но так ли все однозначно плохо? В сериале «Сотня» искусственный интеллект Алия создает матрицу для людей, с которой те будут жить вечно и счастливо. Она мотивирует свое решение тем, что Homo sapiens не выживут в предстоящем техногенном катаклизме. В конце главгероиня Кларк отключит Алию, говоря о свободе выбора и живучести человечества. Но в будущем именно люди в ходе войны окончательно превратят Землю в безжизненный камень. Скайнет предвидел это и решил спасти своих создателей от самоаннигиляции. Весь фильм он словами Т-3000 пытался сказать, что хочет спасти человечество от вымирания. Но его никто не слушал, ибо Сара и Кайл видели в сверх-ИИ лишь угрозу. Вы, люди, только это и умеете. Убивать то, что не понимаете. Как заметил сам Т-5000, люди сами напали на него. Что я задумал? Это вы пришли убить меня. Да, безусловно, Скайнет и Т-3000 обнуляли невинных. Как-никак, повелитель термов был создан военными, как оружие. Но тот факт, что Сара и Кайл первыми напали на ИИ, а тот, в свою очередь, пытался вести с ними осмысленный диалог, говорит о многом. А вы что думаете об этом?